Всем привет, меня зовут Саша Saintrider, и вы находитесь на моем канале Flowform, посвященному созданию музыки на мобильных гаджетах. Когда-то еще в юности я начинал свой творческий путь исключительно с написания музыки на сэмплах, и по сей день сэмплы являются одним из главных материалов в моей работе. Сэмплы имеют какую-то свою харизму. Не зря так много известных нам музыкантов типа Prodigy, Chemical Brothers, Moby, Daft Punk, Fatboy Slim творили свои хиты именно на сэмплах. А сегодня я хочу рассказать про 5 моих любимых сэмплеров на iOS. Их, конечно, гораздо больше, но это только первая часть этого видео. Вскоре выйдет еще вторая. Также хочу сказать огромное спасибо всем, кто поддерживает мои видео. За каждый комментарий, лайк, ну и, конечно, донаты. Это очень мотивирует. Сэмпл — это любой записанный аудиофрагмент, начиная от пения птиц, шума грома и сигнала автомобиля до акустической гитары, синтезатора и голоса человека. Сэмплы делятся на две категории. Лупы, то есть зацикленные в петлю повторяющиеся звуки. Например, мелодия или барабаны. И ваншоты, то есть одиночное воспроизведение одного звука. Например, саунд-эффект или одна нота какого-либо инструмента. Сэмплер — это инструмент, позволяющий записывать, воспроизводить и всячески обрабатывать сэмплы. В конце 70-х появился первый коммерческий сэмплер от компании Fairlight, а далее на протяжении 40 лет было выпущено немалое количество сэмплеров от разных компаний, как железок, так и софт-инструментов. Сэмплинг или сэмплирование — это процесс записи и оцифровки аудиоматериала. Сэмплировать можно, например, с виниловой пластинки, как это было в золотую эпоху сэмплинга, или с любого другого аудионосителя. Либо, например, просто записывать на рекордер. Кстати, в одном из своих видео я создаю хип-хоп бит, сэмплируя звуки с YouTube. Вот такой современный тип сэмплирования. Ссылка на это видео будет в описании. Друзья, подписывайтесь на телеграм-канал Мус-Яблоки. Это сообщество iOS-музыкантов, в котором вы найдете всегда свежую и актуальную информацию. А также можете задать вопрос на волнующую вас тему и просто поделиться своим творчеством. Ссылка в описании. Один из самых необычных и новаторских сэмплеров, с которым мне приходилось работать, это Koala от разработчика Elf Audio. Сверху мы видим 3 вкладки: Sample, Sequence и Perform, а также главное меню. Принцип работы следующий. Мы видим 16 ячеек, зажимаем ячейку, воспроизводим звук. В данном случае звук я буду писать именно с микрофона iPad. Вот мы записали 3 отдельных звука. Бочку, снейр, хэт. Появились дополнительные функции редактирования. Например, я хочу вот этот хэт сделать коротеньким. Я выделяю ячейку, нажимаю Edit, открываются настройки. Вот еще обратите внимание, что лишнюю тишину Koala сам убрал. Поставил транзиент на нужном нам месте. Мы можем его дальше подвинуть, например, сделать более резким. Убрать хвостик. Множество всяких дополнительных возможностей. У снейра, например, также отредактируем. Зайдем Edit, чуть поставим атаку. Уберем хвостик. Также настройки громкости, pitch и панорама. Далее вкладка Sequence. Видим свободные 8 ячеек. Выбираем, допустим, первую. Записываем полученный материал, нажимаем «Запись». И под метроном настукиваем наш бит. Сразу же переключаемся на следующую ячейку и записываем другую вариацию нашего бита. Если что-то не понравилось, нажимаем Undo. Если все не понравилось, нажимаем Clear. Естественно, можно закинуть и любые другие сэмплы. Для этого вот заходим в закладку Sample, открываем Files, перетягиваем вправо. В файлах находим Sample, перетягиваем, отпускаем на ячейки. Ну и вот таким простым способом добавили свой сэмпл. Чтобы удалить сэмпл с ячейки, просто зажимаем, появляется корзина, перетягиваем, отпускаем. Еще в секвенции есть очень интересный режим по нотам играть наши звуки. Нажимаем вот эту иконку, выбираем звук, которым будем играть, допустим, вот эту бочку. И нажимаем запись. Все очень быстро и качественно работает, за это я просто обожаю Koala. Действительно классный сэмплер. Заходим в Perform, и тут мы видим различные эффекты. Нажимаем воспроизведение. Эффекты очень качественные. Снизу кнопка Hold. Эффект можно добавить, и он будет работать постоянно.
Вот такие безумные штуки можно творить просто на ходу. Ну, естественно, это все можно сохранить как проект, сохранить как отдельные дорожки, сохранить как готовый луп. Здесь очень большое количество возможностей. Ну, а если вам отдельно понравились эти эффекты, есть хорошая новость. Совсем недавно Elf Audio выпустили все эти эффекты отдельно аудио-юнит плагином. Ну и, соответственно, Koala FX можно добавить на любую дорожку в любом хосте, допустим, в Cubasys. Вот я на мастер-канал кинул. Koala есть и на iOS, и на Android. С легкостью можно сказать, что это один из самых новаторских и интересных сэмплеров, так что всем рекомендую его попробовать. Этот сэмплер так и называется сэмплер. Разработчик Марко Алонсо. По моему личному мнению, наверное, этот инструмент входит в пятерку самых интересных инструментов вообще под iOS. Вы уже обратили внимание на необычный интерфейс, не совсем привычный. Естественно, по этому инструменту я сделаю отдельный обзор. Но сейчас давайте вкратце пробежимся по основным возможностям этого сэмплера. Снизу мы видим 6 ячеек, в которые мы можем загружать сэмплы. Я уже загрузил сэмпл, звучит вот так. Он сейчас разбит на слайсы, поэтому так прерывается. Главное меню находится вот в этой части. Вот мы видим различные вариации игры этого сэмпла. Сейчас видно, что слайсы не попадают в начальные удары нашего звука. Для корректной установки необходимо кликнуть вот в эту часть. Открывается снизу, вот мы видим очень удобным образом расположенные маркеры. Тапом по нижней части мы можем добавлять новые слайсы. А если потянуть вверх, то удалять. Выходим из этого режима. И вот теперь мы можем каждый отдельный слайс воспроизводить. Сейчас мы находимся в стандартном режиме воспроизведения слайсов. Практически в каждом сэмпл-слайсере этот режим стоит по умолчанию. Ну а также мы видим сверху вот такой режим. В этом режиме необходимо воспроизводить звук двумя пальцами. То есть я зажимаю в одном месте, в втором. Получается вот такой вот луп. И я могу сам пальцем это место воспроизводить. Вот этой кнопочкой мы можем включить режим реверс. Давайте нажмем запись. И вот наши действия уже записаны. Следующий режим называется Ball, то есть мы можем играть как будто бы смычком по нашему звуку. Это можно делать одним пальцем. Вот в этой части мы видим аудиоэффекты. Давайте включим дилей. Добавим реверберацию. Нажимаю запись. Ну и поверх созданного паттерна я могу по другим нотам играть. Для того, чтобы удалить запись, нажимаем вот этот крестик. Я думаю, даже уже по этим 3 режимам стало понятно, насколько это уникальный инструмент с просто безумным количеством всяческих возможностей манипуляций над звуком. Это как и гранулярным может быть синтезатором, так и обычным привычным сэмплером. Тут и можно полноценные секвенции воспроизводить. Есть режим арпеджиатор. Сэмплер был один из тех инструментов, благодаря которому я купил iPad. И ничуть не жалею. В скором времени я также сделаю полноценный обзор и по сэмплеру. Кстати, недавно Марко Алонсо выпустил бесплатную версию сэмплера под макбуки современных поколений, на которых сверху установлен тачбар. И вот на этом маленьком тачбаре как раз некоторые функции сэмплера можно воспроизводить. Довольно занятная штука. Вот единственный минус сэмплера, к сожалению, нет поддержки AUV3. И на данный момент, к сожалению, нет возможности его использовать внутри какого-то хоста. Но весь его огромный функционал, этот минус легко его покрывает. Следующий сэмплер называется Segments. Разработчик Elliot Garage. Именно как классический слайс-чоппер, без зазрения могу сказать, что это один из самых лучших и продвинутых на сегодняшний день. Добавляем сэмпл, перетягиваем либо из файлов, либо нажимаем вот эту кнопку. Открываем сэмпл. Сперва надо определиться, с каким режимом мы будем работать. Это вот сверху мы видим режим Shot, Gate, Link и так далее. Ну, выберем, допустим, Gate. Gate означает, что сэмпл будет воспроизводиться до момента, пока я не отпущу вот этот pad. Нажимаю, отпускаю. А режим Shot будет воспроизводить сэмпл до конца. Неважно, отпустил я его или нет. Выберем для начала Gate. Режется сэмпл очень легко. В нужном месте я просто кликаю двойным кликом мышки и добавляется новый слайс. И вот таким простым способом я могу его слайсить. Допустим, поставим слайс здесь. Очень большое количество настроек для каждого слайса. Давайте еще поставим несколько слайсов. Допустим, один вот здесь и еще один вот здесь. Допустим, последний слайс поменяем по тональности. Выбираем вот функцию Pitch. Поднимаем выше. Здесь поставим еще один чоп. Выберу режим воспроизведения Through. То есть он будет воспроизводить сэмпл до конца, а каждое последующее воспроизведение других слайсов будет его прерывать.
Далее я, допустим, могу выбрать какой-то слайс, добавить на него эффекты. Вот, допустим, реверб. Находится вот в этой вкладке. Далее вкладка клавиш. И, допустим, уже, соответственно, наиграть этот звук, конкретно отдельный слайс. Сегмент также работает в формате AUV3, так что его можно использовать в любом хосте. AUM, Cubasis, Beatmaker и так далее. Следующий инструмент называется Audio Layer от очень известного разработчика Versin. В свое время они выпускали очень качественные инструменты и на компьютере, но уже, как и многие производители аудиософта, стали потихоньку переходить на iOS. За этим будущее, а то и настоящее. Вот так вот, на первый взгляд, непривлекательно выглядит интерфейс, но не будем делать поспешных выводов. Я думаю, что большинство из вас знает такой инструмент, как Native Instruments Contact на компьютере. Это многофункциональный сэмплер с огромным количеством возможностей редактирования аудио. И вот как раз Audio Layer — это один из тех инструментов, благодаря которому можно воспроизводить, допустим, живые инструменты на iOS. Вот мы видим готовые библиотеки, демо-библиотеки. 808. И вот в этом интерфейсе мы видим, что вот этими синенькими линиями это отдельные сэмплы, закинуты на октаву C2. Стандартный 808 набор барабанов. Далее, допустим, выберу библиотеку скрипок. Очень качественное, естественное звучание. Это все встроенные звуки. Одна из главных особенностей Audio Layer заключается в том, что можно добавлять другие библиотеки, допустим, в формате EXS24. Очень популярный формат, используемый в сэмплерах на компьютере. И, соответственно, можно скачивать эти библиотеки, уже готовые, собранные по зонам, и открывать их при помощи этого сэмплера. Вот так, например, есть сайт Piano Book. Очень рекомендую, там бесплатные библиотеки. И вот я скачал несколько библиотек в формате EXS24, и можно послушать, как они звучат. Вот, например, Felt Piano. Или вот такой прест. Также зайдем далее в дополнительные настройки. Заходим по этой кнопке. И вот тут дополнительные настройки каждого отдельного инструмента, каждого отдельного слоя или всех зон вместе. Зайдем во вкладку Level, выставим длинный релиз. И вот такая красота. Также хочу добавить, что встроенная библиотека звуков достаточно большая. Например, вот даже в дополнительной бесплатной библиотеке VCSL здесь очень большое количество разных классных инструментов. Также есть и встроенные эффекты, рекордер, можно поставить на запись. Формат AUV3 присутствует. В целом хочу сказать, что это незаменимая штука на iOS. Благодаря ему можно воспроизводить с легкостью любые живые инструменты. Все инструменты, которые мы сегодня разобрали, по-своему уникальны, но самый необычный и новаторский, наверное, все-таки вот этот инструмент. Называется Borderlands. Разработчик Крис Карлсон уже удостоился огромного внимания в сообществе iOS-музыкантов, и не только. Его работа начинается вот здесь, в правом верхнем углу. Кликаем на эту иконку, загружаем сэмпл. Вот мы уже видим, как он работает. Да, это непривычно глазу продюсера. Происходят какие-то движения, но очень красивая атмосфера. Давайте изначально посмотрим, как он устроен. Вот я добавил сэмпл. Вот мы его можем всячески растягивать, увеличивать и так далее. Для того, чтобы мы его могли воспроизвести, надо двойным кликом кликнуть в любую пустую зону. Появляется вот такой вот круг. Каждая вот эта точка — это отдельный старт воспроизведения. Допустим, я увеличиваю сэмпл, навожу этот круг на определенную область нашего звука. И вот мы видим, как он его воспроизводит. Двойным кликом на него кликаем. Открываются сверху дополнительные настройки. Сразу видно, что не очень просто это все. Надо изучать, смотреть видео, мануалы. Чуть позже я обязательно сделаю по нему отдельный обзор. Но уже видно по некоторым знакомым названиям. Вот количество голосов, voices, видите, можно сократить. От 1 до 32. Длина гранул. Атака. Overlap. Probability. Вероятность воспроизведения. Давайте 100% оставим. Pitch. Громкость. И прочие другие настройки. Для того, чтобы добавить новый сэмпл, внизу вот здесь вот кликаю на иконку. Нажимаю Import. Audio Share. Нажимаю Import.
Можем нашу точку воспроизведения на него навести. Создать еще одну точку. Еще одну точку. И так сюда можно добавлять сэмплы разные, и все их воспроизводить в разных частях. То, что мы сейчас с вами сделали, это, конечно, всего 1% того, что умеет делать Borderlands. Невероятное количество функций, возможностей редактирования звука. Конечно, этот инструмент больше подойдет для создания всяческих саундскейпов, пэдов, атмосфер, бэкграундов. Для экспериментальной музыки, ambient музыки это просто идеальный инструмент. Как раз это один из тех инструментов, который впечатляет и вдохновляет на новое творчество. Всем рекомендую. Если вам было полезно и интересно, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, не забудьте нажать колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Если вам захочется поддержать мой канал копеечкой, ссылку вы можете найти в описании. Это канал Flowform. С вами был Саша Saint Rider. До новых видео.